Друзья, приветствую вас! Канал эстетической красоты и психологического здоровья. Мы снова с вами в эфире. Сейчас у нас 4-я часть нашего марафона. Опять забываю, как она называется. Из любителя в новичка, из новичка в любителя, туда-сюда. Вот, ну то есть как вам больше нравится. Для тех, кто действительно хочет научиться азам массажа, движением, эргономика массажа, то есть положение тела мастера. Следующее движение покажу. То есть у нас было уже в 3-й части похожее движение. Здесь то же самое движение мы будем повторять, только оно более усилено. Чем мы можем усилить движение? Мы можем выполнять движение пальцами, можем выполнять движение основанием ладони, можем выполнять движением кистью полусогнутой в пальчиках, и можем жестко кисть согнуть, пальчики согнуть жестким таким кулачком. Это будет самое интенсивное движение. То есть ничего нету сложного. Либо мы пальцами выполняем, либо мы выполняем основанием ладони, либо руку сгибаем, но не до конца пальчики, либо полностью жесткий кулачок. И здесь, как мы только начинаем процедуру массажа, будем массаж делать, так как мы сделали уже пальцами, сделали основанием ладони, будем выполнять рукой полусогнутый. Пальчики сгибаем, они должны быть у нас мягкие, подвижные. Нагрузку будем распределять от костяшек пальцев до основания ладони, перемещая ее от костяшек и потом уходя на основание. То есть мы сделали сильное движение и потом переходим на как бы заглаживание, на разминание и глубокую проработку мышцы. То же самое движение, как было у нас в 3-й части. Вы можете посмотреть, вспомнить. Упор, значит, мастер стоит в определенной стойке, которая у нас упоминается в каждой части. И начинаем движение. Идем вдоль позвоночника, мышцу сдвигаем и уходим на основание ладони. Я показываю сейчас одной рукой, потом можно присоединить вторую руку для того, чтобы его усилить, и мой вес тела переместился на одну руку. То есть клиент будет чувствовать более глубокое и более такое проникающее движение. Вот оно, если одной рукой показывать. Одной рукой его никогда не выполняю, то есть это совсем слабое движение. Моим клиентам оно бы не понравилось. Что это такое? Это релакс, они бы сказали. То есть и показываю это движение с 2 руками. Прикладываю силу. То есть достаточно, оно должно быть чувствительно. Веду вдоль позвоночника, отвожу мышцу согнутыми пальчиками и перехожу на основание ладони. Вот такое движение. Даже можете наблюдать, что мышца движется. Очень хорошо, когда его выполнять, когда спина болит, когда какие-то спазмы. Вы можете чувствовать, что есть как внутреннее такое похрустывание. Это из-за того, что мышца напряженная, и когда мы ее отводим, доводим до основания ладони, мы ее полностью прошли, закончили. И может такое ощущение быть, как будто перекат или похрустывание. И логический конец, уходим к предплечью. Но здесь тоже мы скользим, не задевая лопатку, по мягким тканям, по мышце скользим и уходим на основание ладони. Вот такое движение. Вот такое. То есть сделали, прошли по мышце. Можно загладить. Также мы стоим на кушетку, не опираемся, клиента мы не трогаем своим телом, не упираемся ни на кушетку, ни на клиента. И следующее движение, обычно после сильных таких чувствительных движений, можно сделать заглаживание в одну сторону, можно сделать в другую. Опять мы работаем полностью телом, опять же колени согнуты у нас немного, спина у нас прямая. И в другую сторону. То же самое, как мы делали движение, сдвигаем мышцу, уходим от пальчиков до основания ладони, от пальчиков до основания ладони. Такое заглаживание.
Не забывайте работать телом. И в другую сторону. Здесь тоже движение, что мы должны поймать мышцу и немножко подтянуть ее к позвоночнику. Здесь мы ее отводим, а здесь приводящее движение. Вот оно. Приходите, друзья, к нам на обучение. Ставьте лайки. Самое главное, подписывайтесь. Мне Даша подсказывает, подписывайтесь на нас. И, конечно, мы вас любим, будем делиться своим опытом. Переходите по ссылке ниже, покупайте вебинары. До встречи!